Всем привет, с вами портал prodot.ru. Мы начинаем нашу серию интервью, посвященных International, и первым, с кем я побеседую, будет игрок команды Darer Андрей Макчипенко. Привет. Привет. Начнем мы издалека и поговорим о твоем переходе из ДТС в Darer. Вот еще несколько месяцев назад ты играл за ДТС. Расскажи, как тебе игралось в этом коллективе? Ну, игралось отлично. В целом, очень был доволен командой. У нас отличный был состав, который мы собрали. Получалось, достаточно хорошие результаты у нас были. В принципе, нравилось очень играть в ДТС. А вот когда вы перешли в Darer, изменились ли ваши отношения с игроками, которых вы оставили за бортом? Ну, я имею в виду Fly и Джакала. Ну, конечно, было очень неудобно перед ребятами. Все-таки вместе поиграли так 1,5-2 месяца, постоянно тренировались, вместе через многое, в принципе, так прошли. Но в целом общение у нас осталось с ними нормальное. С Флаем часто видимся и нормально общаемся. Джакал, вот недавно виделись с ним на Старладере. То есть общались, в принципе, нормально. А вот как думаешь, если бы вы остались в ДТС, вы бы получили слот на International? Ну, мне кажется, слот бы нам не дали. Конкретно пришлось бы на квалификациях участвовать точно. В своем интервью Габлак говорил, что вы перешли в Darer, так как видели там больше игрового потенциала. Но вот за последнее время от Darer не наблюдается громких побед. Вот. Не ошиблись ли вы с прогнозами? Да, я не могу сказать, что мы ошиблись. Просто очень много перемен у нас. Мы вот, играя последние месяца 2, у нас мало того, что капитанство поменялось. То есть, сейчас уже Артур капитанит, а не Ваня. По ролям тоже. Тот же Ваня изначально играл на суппортах, когда мы начинали играть таким составом. Сейчас он обратно на кэрри, его пересадили, а Фаника наоборот на суппорты. Все такие изменения очень сильно влияют. Хорошо, тогда поговорим прошедшие турниры. Вот ты следил за квалификациями на International? Удивлен ли результатами? Конечно, следил, ни капельки не удивлен. MTV полностью заслуженно заняли там первое место. Ну, если конкретно брать Европу, а Китай. В Китае было 2 сильных, в принципе, ВЕ и Тонгфу. И та команда была достойна. Ну, в принципе, выиграли Тонгфу, значит, они оказались сильнее. А вот как думаешь, какое место вы бы заняли, играя на квалификации, если бы вы были за Darer? Такой вопрос. Не знаю, мне кажется, MTV бы мы осилили в финале. А с ДТС? С ДТС? В тот момент, мне кажется, ДТС мы посильнее были бы. Вот, какие команды, не прошедшие квалификацию, ты считаешь достойным слота International? Маузы, Квантики. Вполне достойные. За последнее время вы играли на таких онлайн-турнирах, как Defense, Beyond the Summit World Tour и Госулига. Пойдем по порядку. Для начала расскажи про Defense. Вот в групповом этапе вы попали на ЕГЭ и Маус, и вы их победили, но уступили ранее неизвестным немцам We Have Asian. Вот что же случилось такого? С немцами мы играли не полным составом. Немножко недооценили ребят. То есть они на самом деле взяли очень имбовый пик. У них был Лондруид и Тинкер, я помню точно. То есть у них получилось быстро вынести Тревола на Тинкере, которого они поставили на легкую, на раскачку. И Лондруид, который был в харде, они дали ему потом пространство. То есть его было практически нереально заганкать, так как в любой момент там пару ТП, еще и Тинкер на Треволах на Медведя прилетает. То есть они дали пространство Медведю, который выформил Радианс тоже быстро. И по итогу мы там уже ничего сделать не могли, мы даже до конца не играли, просто сдались. Перейдем к плей-офф. Вы попали в сетку винеров и сразу же уступили Complexity. Вот что пошло не так? Все пошло не так. Как в целом оцениваешь игру с коллективами с других континентов? Вот на огромном пинге. Ты бы отказался от игр с ними, если бы была возможность? Конкретно если брать Америку, достаточно нормально, то есть играть на US East, лагов нету никаких. А вот конкретно уже если брать Азию и Китай, то есть там, конечно, пинг немножко решает, дело и присутствует, и это на игре тоже сказывается. А конкретно отказался бы или нет, не знаю, можно поиграть, но в плане разве что как тренировок. А если брать турниры, то такие турниры мне не нравятся.
Поведай нам про сетку лузеров. Вы проиграли Потенботом 2-0, причем вы играли с 3 заменами, и один из игроков был игрок Rockskis по поинт-бланку. Вот. Как объяснишь такое вот отношение к турниру? Ну, получилось так. То есть не были мы все в сборе. С визами решали вопросы. Конкретно вот Сергей решал вопрос с визой. Артур как бы с визой он уже получил, он просто взял небольшой отпуск, пару дней уехал. То есть, ну вот мы остались там с Ваней разгребать, а Фаник с нами не играл, потому что получилось у него с инетом в тот день проблемы были огромные. То есть буквально в начале первой игры у него полностью там по КД просто интернет пропадал, и пришлось как бы еще и вместо него замену брать. А поинтбланкер этот хороший друг Вани, который в Dota 2 играет много, вот с Ваней вместе они пабы гоняют. То есть, ну и Ваня его решил позвать. Потому что, ну, на самом деле больше не звать некого было из-за того, что правила турнира усматривают тот факт, что нельзя звать игроков из других команд, которые участвуют на этом турнире. То есть надо звать только, считай, ноунеймов каких-то. Вот, были ли какие-то игры, которые тебе запомнились на этом турнире? Ну, одна игра, может, против Потенботом запомнилась немножко, по крайней мере, хотя бы тем, то, что ребята, играя там таким пиком, Тини, Лишрак, Инвокер, Энчантрес и еще кто-то там последний, каким-то образом умудрились забрать Рошана до крипов. То есть это немножко, вообще непонятно было, каким образом просто. Поговорим про Beyond the Summit World Tour. Вот вы проиграли все 3 игры, и вопрос, сильно ли оказал влияние на вашу игру пинг? Ну, пинг, как я уже сказал ранее, на игру, конечно, влияет. Ну, в целом мы не так серьезно, я бы сказал, подходили к игре. Все-таки все команды, которые там участвуют, нам еще предстоит с ними играть на том же The International, тем более с китайцами. То есть, ладно, если с европейцами мы часто тренируемся, и они выкупают наши китостраты, а полить китостраты перед китайцами вообще не имеет никакого резона. Скажи, вот матчи с азиатами помогли тебе лучше понять их стиль игры? Ну, не сказал бы, что так сильно помогли, но я и так следил за их играми, то есть я и так видел, в каком стиле они играют. Пару слов о Госулиге. Вот вы заняли в 3-м сезоне 2-е место, обыграв в решающем матче MTW. Вот последнее время вы не часто выигрываете у этих парней. Вот, что же изменилось на этот раз? Ну, к игре подошли, на самом деле, очень серьезно. На самом деле, в первой игре решили протестить вертолетика в Solo Hard. Нормально заехало. То есть, ну, во второй игре уже просто их додавили. А на самом-то деле, ну, мы не так часто им и проигрываем, если на то пошло. То есть, мы недавно их тоже выиграли. В игре за слот на 2 последних слота на StarLadder разыгрывали. Мы 2 раза их тоже выиграли. Наблюдая за вашими онлайн-турнирами, хочется задать вопрос, почему вы более серьезно относитесь к таким турнирам, как Госулики, где призовых намного меньше, чем на Defense, и вот так вот отнеслись к Defense? Конкретно в данной ситуации просто сложились так обстоятельства. То есть из-за конкретно проблем с визами вот сложилось так, что в те дни, когда вот эти вопросы все решались, у нас были игры, мы были не в полном составе. А на Госулиге мы почти все игры, как раз вот получалось так, наоборот, все в сборе были. Вот сегодня вы играете против CLG в рамках турнира Joint Dota Masters 9, где участвуют топовые коллективы и призовые в 2 раза больше. Скажи, вы отнесетесь к этому турниру серьезно, или это будет как тренировка с возможностью заработать лишних денег? Ну, как раз последний вариант больше всего подходит, но в любом случае мы попытаемся показать лучшую игру. То есть мы уже все в Киеве на буткемпе. Я думаю, постараемся максимально, то есть на этом турнире показать себя. Обсудим прошедшие лан-турниры. Вот после квалификации на International почти сразу прошел лан-турнир в Швеции DreamHack. Это был для тебя первый заграничный лан. Вот поделись впечатлениями от турнира. Ну, на самом деле турнир отличный, просто атмосфера сама, место проведения. Правда, с трудом, конечно, туда добирались, в этот город, сам Йокопинг, 500 километров от Стокгольма. Очень много там проблем возникло. Вот повлиял ли как-то факт нахождения в другой стране на твою игру? Ну, сам факт нахождения, может, не сильно повлиял. Конкретно в данной ситуации повлияли другие факторы. То, что вот элементарно
групповую стадию, когда мы играли, мы всю ночь провели в аэропорту. То есть и мы успели приехать буквально за час до игр в отель только, успели переодеться, то есть и вот сразу пошли играть. А было ли что-то в организации самого турнира, что тебе запомнилось, ну вот чего нельзя было бы увидеть на ланах в других странах, например, в Киеве? Но если брать конкретно Киев, разве что вот само место проведения просто огромнейшее. А вот ты наверняка наблюдал за фанатами во время своих игр. Скажи, много ли было фанатов Даррер на том турнире? Фанаты были, да, ребята за нас болели. То есть, но, к сожалению, конечно, мы их подвели немножко. После DreamHack прошли лан-финалы второго сезона StarLadder, и в очередной раз на них приехала только одна европейская команда из 3 заявленных. Ты разочарован этим? Немножко, да. На самом деле ожидали такой этот турнир более, как-то сказать, более круче. То есть, если бы были ЕГЭ, еще те же MTV, если бы как-то смогли попасть, было бы в разы круче. В своем интервью Габлак сказал, в своем интервью на StarLadder Габлак сказал, что для вас самым серьезным соперником является М5. Что же в их стиле игры такого, что вам не нравится? Ну, конкретно, как я помню, это интервью он давал день групповой стадии как раз перед игрой с М5. И да, мы их расценивали как таких самых неприятных соперников. По крайней мере, исходя из того, что они играют очень непредсказуемо, очень агрессивно, то есть от них можно ожидать практически всего. И разве что вот конкретно этим они были для нас неприятными. Ну и если так брать конкретно к StarLadder, они еще форму очень сильно поднабрали. Можешь проанализировать вашу игру с М5? Вот вы выиграли первую карту, казалось бы, в сухую, а потом проиграли 2 следующие. Вот что пошло не так? Ну, во второй игре на самом деле мы уже подрасслабились немножко, просто сдали как бы свои позиции. Мы очень легко выиграли первую игру, и вторую уже немножко таким трэш-пиком хотели даже выиграть. У нас там, я точно помню, был Bounty Hunter, Висп, Фурион, Пак и еще там кто-то последний, такой трэшак. Проиграли, как бы в третьей игре уже подсобрались. Там получилось как? Мы хотели забрать Фуриона себе, то есть мы его оставляли на first pick. Мы знали то, что М5 как бы его очень на first pick пикают. Но все-таки они решили взять его на first pick, и вот с этого момента тоже в третьей игре все пошло не так. Поговорим об игре против Маус. Вот расклад по картам был точно такой же, как в игре с М5. И что в стиле игры Маус, как стиль игры Маус отличается от М5, и почему вы не смогли их победить? Ну, Маузы, если брать конкретно, чем отличаются от М5, по крайней мере, они играют более верочно. У них всегда есть такой хард-керри герой какой-то для Блэка берут, которому там на изи лайн куда-то ставят, дают максимальное пространство, то есть для лучшего фарма. А так, вот разве что вот этим они неприятны, они вот так любят как бы и потуртлить, и посплитпушить там и так далее. То есть очень такие тоже неприятные соперники на самом деле. Как раз перед лан-финалами StarLadder на место капитана сел Габлак, заменив Артстайла. Вот, и тем не менее вы заняли 4-е место на этом турнире. Как считаешь, это вина капитанства Габлака? Нет, ни в коем случае. То есть вообще впервые как бы эту замену конкретно капитанства мы сделали еще играя за слоты на сам StarLadder. Вот в игре перед игрой с MTV мы сделали эту замену. То есть решили так вот попробовать. Ну и как бы всем понравилось, да и Ваня такой вариант как бы тоже больше устраивал, исходя из того, что он обратно стал играть на керри. У него тяжело получалось координировать, контролировать, а так как бы у него больше фокуса конкретно на свою личную игру. То есть и Артуру проще контролировать, но у него это даже, я бы сказал, немножко лучше получается. А вот, кстати, вопрос такой возник, а почему вот Артстайл решил пересесть на керри? Ну, даже не он так решил. Мы все так решили. Просто на суппортах, откровенно, у него получалось играть не так хорошо, как получалось играть в свое время на керри. А Фаник, наоборот, как бы он и на тех играл хорошо, но на суппортах, то есть если он то пошло, то он получше, чем Ваня играет. То есть такой момент.
А вот после вашего поражения на Старладере возникли ли какие-то конфликты между Габлаком и Артстайлом по поводу вот капитанства и, ну, и в целом? Да нет, ничего такого не было. На самом деле получилось так, то, что слабовато подготовились. В принципе, результат был ожидаем. Но вот еще, конечно, были такие нюансы. Конкретно, вот, ну, я тоже отыграл паршиво немножко на турнире в важных играх. Мог как бы и получше намного. Перейдем к обсуждению непосредственно International 2. Кого из команд ты считаешь аутсайдерами турнира? Да нет таких команд. Все команды очень сильные, все команды готовятся, и я бы сказал, каждая команда может выиграть каждую. Мы все прекрасно знакомы с игрой европейских коллективов, и кого из них ты бы выделил как самого серьезного соперника для вас? Ну, CLG, наверное. Маузы, как запасная команда, возможно, они попадут, кстати, на The International, тоже сильнее сейчас. А если брать, вот, ну, СНГ, конечно, Нави. Кстати, пару слов о Нави. Первый International они выиграли под предводительством Артстайла, который сейчас играет с вами. И, тем не менее, после его ухода им все равно удалось остаться в топ-1 Европы. Как, по-твоему, в чем секрет их успеха и как им удается удержаться вот в топе? Ну, достаточно все игроки очень сильные по персональному скиллу. То есть плюс играют уже вместе очень долго. Отличная организация у них, отличный менеджер Zero Gravity, который как бы держит их всех вместе, не дает команде распасться. То есть, в принципе, вот такие основные факторы, мне кажется, их. А что насчет такой команды, как М5? Вот ты, наверное, слышал, что ходят такие вот слухи, что ПГГ силен на лане. Как думаешь, в Сиэтле это сработает? Может сработать. Против каких-то китайцев, я думаю, возьмет аурой своей. Ну, на Продоте ходят слухи, что М5 сейчас играет без зарплаты. Вот ты в курсе этого? И еще ходят слухи, что после Интернешнала М5 распадутся. Вот как ты считаешь сам? По поводу зарплаты подробностей не знаю. Только вот одно слышал, то что там, да, с Димой Смелым у них проблемки какие-то, его там вроде задержали в Амстердаме, там что-то такое, в общем, непонятное. А конкретно по поводу того, что распадутся, возможно, так и будет. Если плохо выступят, то да. Потому что там люди все собрались, которых интересуют в первую очередь только деньги. Ну и во вторую очередь ПГГшка, с которым тоже коллективы долго не существуют. Хорошо, перейдем тогда к следующей европейской команде MTW. Вот как думаешь, они серьезные соперники для вас и смогут ли они пробиться в топ на интернешнале? MTW достаточно сильные, конечно, ребята в данный момент. Тоже они очень в хорошей форме. Но эту команду мы очень хорошо знаем, мы знаем, как против них играть. То есть мы готовы к встрече с ними. Недавно один из азиатских игроков в своем интервью сказал, что не видит в игре MTV большого потенциала и успеха на интернешнале из-за их узкого пула героев. Ты согласен с этим высказыванием? Частично, возможно, да. Хотя, ну, мне кажется, они очень большой диапазон все равно героев используют. То есть они свою лучшую игру, на самом деле, показали на DreamHack. Сейчас на The International они уже такую игру не смогут показать. Если европейская дота-сцена знакома почти каждому, то вот что ты можешь сказать про азиатов? Можешь выделить какие-нибудь азиатские команды? Могу, конечно. Я там всех игроков даже поименно, в принципе, так знаю, так как очень давно уже слежу за азиатской вообще дота-сценой. Ну, конкретно команды LGD, IG больше всего в данный момент импонируют по своей игре. Ну, первый для меня, то есть LGD. А что насчет такой команды, как «Зенит»? Вот у них был период, когда они играли свои игры без банов со своей стороны. Это способ выпендриться или у них такой план был? Возможно, способ выпендриться, возможно, такой план. Возможно, просто, ну, как бы специально хотели так побольше МБ оставить в пуле. Может, даже, чтобы показать то, что вот, можете забирать все, что хотите, а мы там какой-то фигней у вас сейчас выиграем. Может, какая-то страта конкретная была, я не знаю. От азиатской дот-сцены перейдем к американцам. Вот, несмотря на то, что International пройдет в Сиэтле, на нем будут присутствовать только два американских коллектива. Это EG и Complexity. Вот, что в игре американцев, в их стиле игры, такого отличительного? Американцы, конечно, в Dota 2 очень так
поднажали, то есть, ну, намного сильнее стали. А конкретно, если брать эти два коллектива, как по мне, ну, они очень разные. У каждой свои какие-то коронные фишки. Но если взять Кол, в свое время они нас очень сильно так удивляли Джиггернаутом своим. Если брать ЕГЭ, то сейчас меня удивляет то, что они очень часто через зомби играют, через которого, ну, ни одна вообще европейская, там, тем более американская команда там никогда в жизни не играла. То есть только, ну, наоборот, СНГшные команды в свое время играли через зомби. Тогда поговорим немного о пиках и тактиках. Вот в последнее время одним из главных керри-героев является такой герой, как House Knight. Вот что можешь сказать по поводу этого героя? Ну, отличный герой. Мне кажется, просто в данной доте он очень-очень силен. Вот, если так взять, Нага сейчас, конечно, вообще самая топовая. Но House Knight где-то так крепко сидит на втором месте. Азиаты раньше банили House Knight постоянно, но потом забили на него, так сказать, в банах и стали пикать против него Пивную Панду и ДК. Почему же вы не последовали их примеру и в игре против М5 на StarLadder пытались противопоставить Chaos Knight'у Skeleton King'а? Ну, Skeleton King'а мы до этого играли. Достаточно, ну, несколько игр играли еще ДТС, и Дара тоже мы играли с Skeleton King'ом. В той ситуации просто выбор был не такой большой, решили конкретно попробовать с Skeleton King'ом. Ну, не пошло. Вот вы одна из немногих европейских команд, которые используют в своих пиках Виспан, но делаете это вы только в связке с House Knight'ом. Почему не пробуете других связок с этим героем? Пробуем, просто, ну, очень многие, как бы, эти пробуем конкретно на тренировках. А так вообще играли на StarLadder, Рики Висп. И, ну, СК просто самая эффективная, на самом деле, связка. Но в ближайшее время, думаю, вы увидите еще какие-то связки с Виспом. Я вот исполнении. Я имею определенный опыт в доте, но все равно не могу объяснить этим билдов многих азиатских игроков. Вот ты можешь объяснить, например, покупку Ликану Латара? Нет, к сожалению, такое я объяснить не могу. Тогда поговорим о таком персонаже, как Рубик. Вот вы использовали его в различных ролях, но успех он вам приносил только когда являлся мидовым героем. Вот. Как ты можешь это прокомментировать? Ну да, пробовали Рубика в разных амплуа. На самом деле, как суппорт, он у нас не очень хорошо получался, как соло намного лучше. Но мне кажется, еще связано это с тем, что все-таки этому герою очень важные всякие айтемы, которые ему дают выживаемость. Там какие-то эулы, даггеры, форстафы, то есть он в разы сильнее становится. А когда суппорт бегает там с ботинком-брейсером, он не так силен. Ты вообще согласен с решением Valve добавить Рубика на CM-мод? Ну, изначально все, наверное, думали, что это будет как бы полный пипец. А сейчас вполне нормально, то есть его даже в первой стадии банов не банят, так как есть герои реально более неприятные. Герой сильный в эту доту вошел очень хорошо. То есть, в принципе, согласен. Поговорим о забытых героях. Во время последних турниров по Доте 1 в пиках постоянно фигурировал такой герой, как Спектра, но после первого Интернешнала его забыли и перестали на нем играть. Вот. Почему? Ну, на первом The International помимо Спектры тоже тот же Антимаг пикался, который еще полгода потом после The International пикался постоянно. Void там тот же. То есть сейчас их всех редко пикают, потому что есть герои намного сильнее, и конкретно, если так брать как керри-герой, та же Спектра не сильно может противостоять там против какого-то House Knight'а или какой-то Наги, потому что там тому же House Knight'у надо 3D и барабаны, и он уже там все поехал, а Спектре очень-очень много айтемов надо. Вернусь к вопросу про House Knight. Вот сейчас возник вопрос, а почему же его тогда не пикали в Доте 1, если он, ну, в принципе, остался неизмененным? Не знаю, но китайцы его пикали. В первой Доте много, на самом деле. Так, в общем, даже не знаю, почему так. Вот как думаешь, мы увидим таких героев, как Клокверки, Спектры, Разоры там на втором Интернешнале? Ну, по поводу Клокверка, думаю, увидите. Возможно, даже в нашем исполнении. По поводу остальных, думаю, вряд ли. Вообще, что можешь рассказать о таком явлении, как воскрешение героев? То есть, возьмем, к примеру, Тинкера, который еще совсем недавно пикался довольно редко, но сейчас он является чуть ли не топовым мидером и постоянно фигурирует то в банах, то в пиках. Ну, блин, здесь то же самое,
то, что ты меня спрашивал про ЦК, на самом деле многих героев, если так взять, просто по факту недооценивают. То есть и какие-то команды на самом деле выкупают имбу этих героев. И когда они показывают, то есть там все команды тоже понимают. Так же самое с Тинкером. Но он очень сильно не только как соло-мидер, его даже очень часто сейчас юзают именно на легкую линию с суппортом на раскачку, то есть на быстрые травела ставят. Ну, герой очень сильный, у него очень много плюсов. Он на любой стадии игры очень силен. То есть, и если он то пошло даже и в лейт-гейме, он просто нереально силен. Вот, ну и напоследок пару слов о нашем комьюнити. Вот недавно Valve открыли сервер для русских, где теперь играют про. И правда ли, что на европейском сервере стало меньше анмайнерных русских? Ну, к сожалению, на русских серверах я ни разу еще не играл. То есть так в основном играю на европейских и на восточном США. То есть, ну, даже я бы сказал, больше на восточном США как-то больше нравится там играть, более адекватные люди. То есть и как-то все очень стараются, игры получаются достаточно интересные. А вот не боишься, что после такого заявления про сервер Восточного США туда наплывут много анмайнерных русских? Я не боюсь, там не так много играет европейцев и русских, то есть такое. Вот, будучи на LAN-финалах в Киеве, я заметил, что все игроки, ну почти все игроки после своих игр заходят на Продоту и смотрят комментарии об их играх. Вот что вы пытаетесь найти в этих комментариях? Да просто интересно почитать где-то. То есть много комментариев таких каких-то анмайнерных, смешных, то есть просто интересно, смешно там почитать. А вот видел обложку к вашему альбому «Дарара Дарарочки»? Да, конечно, видели. И как к вашей команде? Вся команда довольна. Ну и в завершении можешь что-нибудь пожелать всем юзерам Продоты? Хочу пожелать, болейте за нас. Как бы мы вас постараемся не подвести и покажем свою лучшую игру на The International. Ну и привет какие-нибудь. Ну, конечно, хочу передать приветы нашим спонсорам Razer и, конечно же, нашему владельцу нашей команды Радомиру Станеву. Всем спасибо за интервью. С вами был Мак. До новых встреч.